Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Ну вот и настало лето. Это для многих пора активного отдыха. Для тех, у кого нет времени на просмотр сериалов, но хочется посмотреть что-нибудь этакое, мы приготовили подборку свежих фильмов. Так что поехали! Отец Люсьен и его сын Пола после неудачного ограбления скрываются от полиции. Случайно они оказываются в автобусе, отправляющемся в летний лагерь для людей с отклонениями в интеллектуальном развитии. Выдавая себя за участника лагеря и его сопровождающего, они погружаются в мир, где искренность и дружба преобладают над предрассудками. Лучше всех французская комедия, ставшая неожиданным хитом национального проката. Это режиссерский дебют актера Виктора Артюса Солара, который сам же и сыграл одну из главных ролей. Фильм сочетает легкий юмор с важными гуманистическими темами, такими как инклюзия и приятие. При бюджете менее $7 миллионов фильм собрал более 84 миллионов в мировом прокате, став самым кассовым французским фильмом 2024 года. Он обошел такие блокбастеры, как «Дэдпул» и сиквелы «Головоломки» и «Моаны». Фильм лучше всех – это трогательная и вдохновляющая история о том, как неожиданные обстоятельства могут привести к переосмыслению жизни. Четверо техно-бизнесменов собираются в уединенном особняке в горах, чтобы провести выходные вдали от цивилизации. Однако их встреча совпадает с глобальным кризисом, вызванным их собственными технологическими продуктами. Один из них владеет социальной сетью, чьи новые функции на основе искусственного интеллекта приводят к дестабилизации общества. Другой создал платформу для проверки фактов, которая может остановить распространение дезинформации. Но он колеблется, стоит ли вмешиваться. По мере развития событий между друзьями нарастают конфликты, и даже приводящие к попыткам убийства. Фильм «Маунтин-Хед» – сатирическая комедийная драма 2025 года, ставшая режиссерским дебютом Джесси Армстронга. Мы знаем его по сериалу «Наследники». Самой яркой звездой в актерской команде, безусловно, является любимец миллионов зрителей Эван Всемогущий Стивен Карелл. На момент выхода проект стал самым просматриваемым оригинальным фильмом, собрав 1,3 миллиона зрителей на платформах HBO и Max. Главный герой Лукас Рейес, бывший спецагент, а ныне вне закона. Ему выпадает шанс реабилитироваться. Во время рейса из Таиланда в Сан-Франциско он должен арестовать хакера по прозвищу Призрак и доставить его в США. Но оказывается, Призрак – Иша, благотворительница, крадущая деньги у богатых преступников, чтобы помочь бедным. Самолет кишит киллерами, которые охотятся и за ней, и за Лукасом. Речь идет не только о поимке, но и о жестоком выживании в воздухе. Новый британо-американский комедийный боевик «Рейс на вылет» вышел в мае этого года. Главные роли исполнили Джош Хартнер, известный по фильмам «Перл Харбор» и «Черный лебедь», и Чарита Чандран, не так давно получившая известность по сериалу от Netflix «Зов волчицы». Критики отмечают удачную постановку боев и химию между главными героями. Так что если вы фанат плотного, кровавого комедийного экшена с динамичными боями, «Рейс на вылет» стоит посмотреть. Детектив Патрик Уокер расследует жесткую перестрелку между наркодилерами. Он обнаруживает, что в деле замешан Чарли, сын влиятельного политического деятеля. Уокеру предстоит успеть спасти юношу от преследования триад, одновременно погрузившись в сеть коррупции, где замешаны не только преступники, но и полиция. «Опустошение» – боевик-триллер, снятый и написанный Гарретом Эвансом. Широкому зрителю он известен фильмами «Рейд» и «Апостол». Это совместный проект США и Великобритании. Главные роли исполнили Веном Том Харди, Тимоти Олифант, получивший известность по сериалу «Касл» и фильму «Правдивая ложь», и Форест Уитакер, обладатель Оскара за роль в фильме «Последний король Шотландии». «Опустошение» – это эффектный динамичный экшен, насыщенный зрелищными сценами схваток. И все это приправлено мощной актерской игрой Тома Харди и Фореста Уитакера. Так что если вы любитель жестких боевиков, этот фильм может оказаться вполне привлекательным для выбора. Главный герой Экбал вместе с беременной женой попадает в автомобильную аварию. Позже он сталкивается с группой бывших политзаключенных, которые подозревают, что он был их мучителем в тюрьме. Лидер группы Вахид похищает Экбала, желая отомстить.
Однако по мере развития событий сомнение в виновности Экбола усиливается, и похитители начинают задумываться о морали своих действий. «Простая случайность» – иранский триллер режиссера Джафара Панахи, созданный в сотрудничестве с Францией и Люксембургом. Картина получила золотую пальмовую ветвь на 78-м Каннском кинофестивале, где была представлена в основном конкурсе. Показ фильма завершился 10-минутными овациями, что подчеркивает его эмоциональное воздействие на зрителей. Критики отмечают фильм как искусный рассказ о травме и мести, подчеркивая его глубокий психологизм и социальную значимость. Если вы любитель психологических драм, обратите внимание на этот фильм. Британские разведчики, супруги Джордж и Кэтрин, живут двойной жизнью, сохраняя баланс между семьей и тайными миссиями. Но когда Кэтрин обвиняют в государственной измене и похищении флешки с секретным оружием, Джордж сталкивается с дилеммой, верен ли он стране или жене. Чтобы разгадать, кто из коллег предатель, он устраивает за ужином психологическую игру с так называемой сывороткой правды. «Черный чемодан. Двойная игра» – это стильный шпионский триллер от режиссера Стивена Содерберга, обладателя премии «Оскар» за лучшую режиссуру фильма «Трафик» 2000 года. Ключевые роли исполнили Майкл Фассбендер, известный многим ролью Магнето в серии фильмов «Люди Икс», и Кейт Бланшетт, признанная киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. Также в фильме снялся Джеймс Бонд Пирс Броснан. Фильм – один из самых интригующих и захватывающих шпионских триллеров за последнее время. Прокат фильма в кинотеатрах стартовал 14 марта этого года. Сегодня он доступен в хорошем качестве в нете. После смерти родителей Лила живет под опекой соседки, в то время как старшая сестра Нани для содержания семьи вынуждена была уехать работать и учиться на материк. В какой-то момент Лила приютила, как она думала, собаку, но на самом деле это экспериментальный инопланетный монстр супероружия, сбежавший из космической тюрьмы. Сначала он лишь разрушает все вокруг, но со временем превращается в надежного друга. «Лило и Стич» – научно-фантастический фильм, ремейк одноименного мультфильма 2002 года. Режиссером фильма выступил Дин Флешер Кэмп, для которого этот проект стал самым значимым в его карьере. Роль Лила исполнила дебютантка Майя Каялоха. Критики отмечают ее эмоциональность и глубину образа. Фильм успешно стартовал в прокате на больших экранах, и при бюджете в 100 миллионов кассовые сборы превысили 770 миллионов. Это сделало фильм самым успешным ремейком Disney. Но фанаты оригинала могут быть разочарованы некоторыми сюжетными изменениями, особенно в финале. Ли Фонг после трагедии в семье переезжает с матерью из Пекина в Нью-Йорк. В новой школе Ли сталкивается с травлей и конфликтами. Чтобы защитить друга, Ли участвует в турнире по карате, но его умение оказывается недостаточным. Именно тогда его бывший наставник, мистер Хан, приглашает на помощь Даниэла Ларусса, легендарного карате-сенсея из оригинальных фильмов. Под их совместным руководством Ли учится объединять стили и готовится к решающему поединку. «Карате-пацан. Легенды» – фильм о боевых искусствах. Он является сиквелом оригинальной тетралогии и ремейка 2010 года. Легендарный Джеки Чан вновь исполнил роль мистера Хана, мастера кунг-фу из Пекина и наставника Ли Фонга, в роли которого дебютировал Бен Ванг. Фильм имеет насыщенный сюжет, динамику и отличную актерскую игру. Так что, если вы ищете семейное ностальгическое кино без глубокой драмы, «Легенды» могут вполне понравиться. Фильм вышел в широкий прокат в кинотеатрах 30 мая этого года. На этом сегодня пока все. Если тебе нравится то, что мы делаем, ты можешь поддержать нас финансами. Как это сделать, узнай, нажав на кнопку «Стать спонсором», которую ты найдешь в описании ролика. Всем пока-пока, услышимся!